Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Мия, и в этом видео я хотела бы рассказать вам о своем поступлении в Италию, о плюсах и минусах учебы здесь, и также о том, как меня кинуло агентство на 2000 евро. Что ж, давайте начнем с плюсов. И первое, это то, что Италия очень красивая страна с прекрасным климатом и также с достаточно невысокими требованиями для поступления. К тому же, плюс к бесплатному обучению студенты могут получать стипендию ДСО в районе 7600 евро в год. Для этого нужно быть просто бедным студентом и каждый год набирать определенное количество кредитов, чтобы продолжать получать свою стипендию. И самый большой плюс в том, что мы можем путешествовать по всей Европе. Но, конечно же, есть и минусы, где же их нет. Прежде всего, бюрократия. Получение вида на жительство может занимать очень долгое время. Ожидание может занять от нескольких месяцев до 1,5 года. К тому же большой спрос на жилье привел к его дефициту. Найти квартиру здесь очень сложно. Я, например, кочевала первое время постоянно с одного места на другое, как настоящая кыргызка. Условия в квартирах бывают самые разные. В некоторых местах коммунальные уже включены, а в некоторых нет. В основном вам будут попадаться, скорее всего, те, которые не включены. Коммунальные обычно выходят нормально, но если вам не повезет с соседями, то только за 1 месяц и только за отопление может выйти 600 евро с человека. А вам еще платить и за воду, и за электричество. Ну а студенческая жизнь тут достаточно скучная, все идут сразу по делам, по домам, и нет тут, знаете, таких внеклассных каких-то интересных занятий, кружков. Ну или я просто насмотрелась своих дорам. Поступала я через агентство «Перспектив» в Кыргызстане. Реально все шло гладко, все объясняли, на все вопросы отвечали. Но после того, как мы оплатили полную сумму, просто пока. Обычно все процессы поступления заканчиваются где-то в августе-сентябре, но даже в августе, когда я им названивала, написывала, они мне просто говорили, что подача еще даже не началась, можете просто не торопиться, мы вам сами сообщим. Я подумала, может быть это так, потому что у меня другой университет, а у моих знакомых, у которых я уточняла, были другие университеты. Но это не так, нет. У всех одинаковые, потому что стипендия, мы подаемся только в одно место, в ЛАЦО, не по университетам. А когда пришло время для визы, они мне просто скинули документы, без объяснений, пришлось самой все это разбирать, конечно же, подготавливаться к самой визе. То же самое, кстати, было насчет мотивационного письма. Если даже написать абы как и отправить им, они могут сказать просто «хорошо, все нормально, пойдет». Но самое нелогическое было то, что они мое мотивационное письмо без моего разрешения отправляли всем как пример того, как нужно писать мотивашку. Приятно, конечно, но было бы еще приятнее, если бы я сначала поступила, а потом вы могли бы отправлять. Но из-за того, что мы поступали все вместе, тут была какая-то такая, знаете, типа конкуренция. Когда я наконец получила визу, агентство мне не помогло ни с жильем, не встретило в аэропорту и также не с документами. Ну и когда я попала в Италию, я обнаружила, что у меня даже не был зарегистрирован аккаунт для подачи в стипендию. То есть я просто так потратила свое время и деньги, чтобы податься ни на что. В итоге пришлось долго разбираться, агентство меня игнорировало, от родителей постоянно куда-то убегали, из-за чего мы просто забили. Кстати, в договоре также было прописано, что они подадутся в 10 университетов, которые были там написаны, но, как я поняла, это все рандомно, некоторых отправляют в 10 университетах, некоторых отправляют в 3, а некоторых вообще в 1, например, меня, хотя у меня оценки, GPA, все было нормально, я не знаю почему. Просто, знаете, как будто бы до меня время не дошло, и они такие, ладно, отправим хотя бы в 1 университет. Я просто попросила у них доказательств того, что они подавались в другие университеты тоже, либо же отказа от университетов, но они не удостоились мне вообще что-либо скинуть, что означает, что мне просто никуда не подавали, кроме одного университета, в котором я сейчас учусь. Но я не жалуюсь, потому что он тоже достаточно хороший. Ну а позже я узнала, что многих студентов так кидают. Кому-то помогали частично, а кого-то бросали уже в Италии. Обучение вначале может быть сложным из-за непонимания системы и языка, но со временем вы привыкнете. Экзамены можно сдавать несколько раз в год, что очень удобно. Например, зимой, осенью и летом. Также можно сдавать через мидтермы, но для этого нужно обязательное посещение. Ну и самое классное, это то, что для стипендии достаточно набрать минимальное количество кредитов, независимо от
оценки самой. В основном это где-то от 4 до 8 предметов в год. Совет номер 1. Путешествуйте очень много в первый год, потому что у вас имеется виза. Как я говорила ранее, получать вид на жительство очень сложно, и вам вообще может не повезти. Вы можете получить просто просроченное ВНЖ, потому что у меня были друзья, которые получали такое. Даже я получала свой первый ВНЖ, который работал только на 1 месяц. И за 1 месяц ты не особо куда-то сможешь улететь, особенно если в это время у тебя еще и нет денег. Второе. В первом семестре посетите все пары, чтобы понять, какие профессоры вам нравятся, какие нет, какой у них английский, вы понимаете ли их или нет. Ну, чтобы просто определить, какие предметы вы можете изучать самостоятельно дома и не тратить время на лекциях, ну и на какие лучше сходить. И третье. Поступайте лучше сами, потому что достаточно легко, просто нужно будет очень много серчить, но это все равно не так уж и сложно. А если вам реально нужна помощь, вы можете просто написать мне или написать другим студентам, которые, может быть, даже сами поступали. Четвертое. Для серьезного обучения лучше поступайте на север, потому что университеты на севере очень престижные, но там достаточно дорого жить, и стипендия не такая уж и большая, как на юге. Но если у вас больше в приоритете иммиграция и путешествия, то можете поступать на юг, потому что тут дешевле и также легче обучаться. И пятое, подробнее изучайте свой город, в котором вы будете жить и учиться. Например, я учусь в городе Касину. Это достаточно маленький студенческий городок, недалеко от Рима, где достаточно низкие цены на жилье и на питание. Но здесь бывает иногда скучно. Так что, если вы любитель больших и шумных городов, как я, смотрите побольше города. Последнее, ищите подработки летом, особенно сезонные. Например, я нашла работу на севере с зарплатой 1500-1800 евро в месяц. Все включено, то есть питание и жилье. Если вы хотите узнать более подробнее о сезонных работах, то посмотрите мое предыдущее видео на канале, где я рассказываю о своей сезонной работе на озере Гарда. Вот и все. Спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, что вам было очень интересно и информативно, и я ответила на все ваши вопросы, но если это не так, то пишите в комментариях. Я постараюсь на все ответить. Не забудьте поставить лайки и подписаться. Всем спасибо, всем пока!